Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Весы. Давайте посмотрим, что же Весов ожидает во второй половине месяца январь, что интересного у вас произойдет, соответственно, на что следует обратить внимание. Я напомню, что этот расклад общий, надеюсь, большинству из вас он подойдет. Вы оставите свои сообщения, свои лайки, если вам видео нравится. Также сможете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали, если вы зашли впервые. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших Весов в период с 15 января и до конца месяца, соответственно. Давайте посмотрим. Я сначала выкладываю карты, да, и каждую поочередно из тех карт, которые у нас будут появляться, мы будем с вами вместе разбирать. Итак, первая карта. Что у нас есть? У нас есть двойка пентаклей. Двойка пентаклей, двойка монет я еще называю, да, это двойка земли, это карта выбора, когда вы делаете выбор с практической стороны, да, с точки зрения. Возможно, вы стараетесь быть очень практичными в этот период времени, возможно, вы взвешиваете какие-то плюсы и минусы, соответственно, здесь в каком-то вопросе. Тут же есть еще и семерка пентаклей. Вы вложили во что-то средства, может быть, какие-то финансовые средства, материальные, да, эмоциональные или сочетание этих факторов. То есть вы вложили свои усилия, и вы хотите теперь получить определенный результат. Вам нужно задать себе вопрос, хотите ли вы это выращивать, потому что это может быть связано с работой, это может быть связано с карьерой, какими-то реальными инвестициями, и вы анализируете ситуацию, в которую вы вложили средства, соответственно, да, в эту сферу. Возможно ли дальнейшее развитие именно в этом русле? Хочу ли я двигаться дальше? И что должно, соответственно, дальше происходить? Или мне просто взять то, что у меня уже есть, собственно, да, и не двигаться к чему-то новому, другому, то есть не ожидать результата. То есть вам здесь нужно такой выбор предоставляется. Можно ли что-то улучшить, добиться роста и развития в этой ситуации? Если да, то как это сделать? Или просто взять то, что есть, оставить то, что есть, двигаться дальше, может быть, в ином направлении, то есть не развивать эту ситуацию и как бы, да, не копать ее дальше, эту ситуацию, двигаться дальше. Давайте дальше посмотрим. Семерка жезлов. Карта, которая означает, что некоторые из вас могут чувствовать себя в ситуации, когда им придется защищаться или, может быть, отстаивать свои права. Возможно, даже некоторым из вас здесь будет интересно решить, стоит ли за что-то бороться или защищать, или за что-то сражаться. Имеет ли смысл, собственно, это делать? Возможно, некоторые из вас здесь принимают решение что-нибудь как будто бы изменить, может быть, вырастить, да, поменять в ситуации, оставить что-то позади. Вы отстаиваете свое решение, вы здесь выглядите как человек, который чувствует себя в какой-то сложной ситуации, человеком обороняющимся, потому что вы верите в то, о чем вы говорите. Может быть, вы хотите бороться за что-то, да, и ваша, собственно, здесь вся главная энергия, она на это направлена, и здесь же выпадает еще и карта повешенной. Вы можете смотреть на вещи с другой точки зрения, может быть, у вас еще нет всей информации или всех фактов, поэтому хорошо было бы вам немножечко посидеть, подумать, уделить время тому, чтобы тщательно все обдумать и принять решение, потому что именно этим занимается здесь эта карта повешенной. Он смотрит на вещи в другой перспективе, с другой точки зрения. Возможно, еще не до конца какие-то вещи проявились, которые вам неизвестны, но которые помогут вам принять более взвешенное решение, если вы просто немножечко подождете и понаблюдаете за развитием событий, чтобы больше информации получить, как-то расширить свой кругозор. И, возможно, некоторым из вас придется здесь пойти на определенные жертвы даже прямо сейчас. Или вычеркнуть что-то из своей жизни, или оставить что-то, или кого-то, да, оставить из своей жизни. Это может быть сложно, может быть болезненно. Даже если вы знаете, что это правильно, даже если вы делаете это ради чего-то действительно стоящего, потому что здесь речь о долгосрочной выгоде, о долгосрочной перспективе. Многие из вас, глядя на эту ситуацию, задаются вопросом, стоит ли мне за это держаться, стоит ли мне за это бороться, потому что я этого хочу или это просто вот какая-то временная блажь. Я хочу продолжать развиваться в этом направлении, строить что-то прочное, стабильное, такое, на что я могу положиться. Или это временное какое-то такое сиюминутное желание, собственно, да, недостаточно серьезное. И, возможно, в таком случае, да, придется от этого отказаться.
Но в данный момент вы как будто бы наблюдаете, смотрите и размышляете, пытаетесь разобраться в ситуации, в которой вы, собственно, здесь находитесь. Давайте посмотрим еще, что здесь у вас есть. Есть карта «Шестерка кубков», карта, которая говорит, что что-то, с чем вы были, возможно, связаны, или что-то, с чем глубоко связано уже некоторое время, происходит здесь, потому что шестерка кубков — карта, связанная с историей, с ностальгией, может быть, с вашей семьей, с вашими детьми или внуками. То есть это что-то, имеющее отношение к вашему дому. Да? Может быть, кто-то задается вопросом, насколько реалистично вы оценивали шансы на то, что что-нибудь когда-то превратится в действительно вашу цель, то, что вы хотели. Знаете, может быть, вы вкладывали во что-то очень много своих сил, видели в этом большую перспективу, и некоторые дошли до того момента, когда вы подумали, ну, а может быть, это было не совсем реалистично, может быть, не стоило в это верить, не стоило об этом так думать, не стоило такие, может быть, надежды строить, собственно, да, касаемо этого вопроса. Давайте посмотрим. Карта влюбленная дальше. Карта влюбленная. Интересно. Десятка пентаклей. Здесь что-то может касаться отношений или какой-то важный выбор может быть связан с отношениями. Может быть, это и другая сфера жизни, но этот вопрос, он существенно может повлиять на ваши основные отношения, и, по крайней мере, на те основные отношения, в которые вы, вероятно, вкладывали силы довольно долгое время и к которым были глубоко привязаны. То есть речь идет о принятии важных, даже глубоких решений, которые влияют на наши отношения. Лучший способ сделать такой выбор — это задать себе вопрос относительно партнерских отношений, будь то платонические или романтические, да, отношения. Нахожу ли я общий язык с этим человеком, допустим, согласованы ли наши цели, наши желания относительно роста и развития в жизни, наши стремления к лучшему. И стоит ли мне это сохранять, бороться, допустим, за эти отношения, или стоит отказаться от этого в пользу чего-то конкретного, чего-то лучшего, чего-то, что обеспечит большую долгосрочную здесь перспективу, надежность, может быть, или структуру. Возможно, вы выбрали путь, который имеет больше возможностей и больше потенциала для построения чего-то более долгосрочного, безопасного и стабильного, потому что семерка монет, она стремится к тому, чтобы стать десяткой монет, десяткой пентаклей. Но она еще к этому не доросла. То есть вы еще не достигли той точки, когда вы будете чувствовать себя в безопасности. И вы можете беспокоиться о будущем, потому что вы не чувствуете прочности почвы под ногами. И вот вам нужно разобраться, стоит ли продолжать делать то, что вы здесь делаете. Возможно, это касается действительно отношений, или это может касаться любой другой сферы жизни. Я уже говорила, может быть, работы, потому что все-таки пентакли. Может быть, вы должны обсудить вместе, там, будете ли вы работать с компаньонами, там, партнерами по работе. В любом случае, двойка монет — это взвешивание вариантов, как на весах вы взвешиваете, за что вам стоит бороться, за что не стоит, что стоит отпустить, допустим, что не имеет долгосрочной перспективы. И некоторые из вас придут к осознанию того, что хотя вам и хочется, может быть, остаться в сложившейся ситуации, но она как будто бы вам не подходит, вам предстоит решить, устраивает ли вас эта ситуация или вам дальше двигаться. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у вас. Кстати, дальше двигаться. Восьмерка чаш, карта девятка мечей. Интересно. Так, король жезлов. Возможно, это действительно может повлиять на другого человека. Кстати, может быть, это как-то с огненным знаком зодиака связано, то есть лев, овен или стрелец. И здесь необходимо принять решение остаться или уйти. Что в чем-то вы можете быть разочарованы, из-за чего-то можете очень много переживать и накручивать себя, потому что есть эта девятка мечей. Здесь очень много стресса, тревоги, очень много вы размышляете и как будто представляете себе наиболее негативные последствия. То есть слишком много об этом думаете в негативном ключе. И вы как будто хотите от чего-то уйти, оставить что-то, развернуться, уйти, да, как будто бы спиной повернуться к чему-то, что вас не устраивает, или к чему-то, что вас разочаровывает, хотя вначале, возможно, казалось вам, что из этого еще что-то может выйти, но вы здесь как будто хотите отвернуться от кого-то или от чего-то и отправиться на поиски девятки
кубков, которая является заветным желанием сердца, то есть, возможно, какого-то другого человека или другой работы. И у вас очень много здесь по этому поводу размышлений или беспокойства. Какое решение вы примете? Останемся в отношениях, не останемся, будем двигаться дальше вместе или нет, будем вместе работать или нет. Опять-таки в зависимости от сферы, которая касается, собственно, да, здесь этой ситуации. Возможно, карта влюбленная показывает на участие здесь какой-то третьей стороны, когда вы видите влияние другого человека в какой-то ситуации. И в этом вопросе, опять-таки, роль могут играть какие-то финансы или деньги, какие-то материальные вещи, потому что есть у нас и 7 пентаклей, 10 пентаклей, и ваш вот это разочарованный такой взгляд на тот результат или на то, что вы на сегодняшний день имеете. Как будто бы вы недостаточно удовлетворены тем, что вы имеете. Вам хотелось бы большего. Такая пара получается, король и королева жезлов. Независимо от того, являетесь ли вы огненным знаком, да, вы можете проявлять такие энергии, либо вы можете общаться с таким знаком зодиака. Здесь также есть какое-то предложение, возможность, может быть, обновление существующих отношений или ситуаций. Возможно, некоторые из вас все еще вовлечены в эту ситуацию или в нее вовлечен другой человек, и здесь открывается новое предложение или возможность, которая движется любовью, поддержкой, ободрением, в целом как каким-то возможным новым началом, да, дать ли мне согласие или все-таки отказаться, уходить или остаться, согласиться на какое-то предложение, которое вам делается или нет. Так, здесь 7 жезлов, она, собственно, говорит о том, что вы 3 пентаклей к 7 жезлов, да, и карта и 5 жезлов, да, то есть 7 жезлов, 5 жезлов, 3 пентаклей. В целом можно говорить о том, что все равно вы по этим картам, да, 3 пентаклей, она хоть и о договоренностях, о попытке с кем-то о чем-то договориться, делать какие-то совместные шаги, но в любом случае здесь есть спор, здесь есть разногласия, здесь есть противостояние, и ваш внутренний конфликт может иметься в виду, и внешний конфликт, конфликт внутри себя и конфликт с другим человеком или другими людьми, это может быть несколько людей, и трудность заключается в согласованности, которая вот в этом случае 3 пентаклей еще и с влюбленными, то есть с выбором, заключается в принятии решений. Я в согласованности с другими людьми работаю или нет? Они со мной заодно, они со мной в одной компании, в одной лодке или нет? То есть здесь как будто бы вы объединяетесь с другими людьми, чтобы работать над одной общей целью и на одну какую-то общую перспективу. То есть сможете ли вы вырастить что-то долговечное, долгосрочное. Здесь могут быть какие-то переговоры, если мы про работу говорим, или какие-то разговоры о будущем, если касается отношений, эта ситуация. Здесь могут участвовать, правда, третьи лица, потому что есть эта 3 пентаклей. И здесь вы должны разобраться, готовы ли вы двигаться дальше, собственно, да, и как-то расширять ту ситуацию, развивать ее дальше или нет. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Карта 10 жезлов, 8 жезлов. Интересно, 10 и 8 жезлов. В целом 8 жезлов карта вот такого, знаете, быстрого развития и, может быть, необходимости, опять-таки, принять решение быстро. Возможно, здесь есть необходимость двигаться дальше, да, и 8 жезлов, она указывает на движение вперед с очень такой целенаправленной энергией. Как только вы сможете сбросить какой-то груз, отпустить ситуацию, которая для вас грузом является, обновиться, может быть, таким образом продолжить движение вперед. Создается впечатление, что для некоторых из вас это может как будто означать расставание с одним человеком ради другого и выбор пути, который предоставляет возможность и потенциал для построения отношений с человеком, с которым у вас есть взаимопонимание, может быть, романтические отношения или что-либо еще такое, да, или работа, партнерские какие-то рабочие отношения, когда вы уходите там из одной компании, из одной какого-то института, да, какой-то организации и переходите в новую. То есть вы делаете все равно выбор, чтобы быть в гармонии с собой, чтобы видеть перспективу в том, что вы делаете. И что люди, которые с вами работают, допустим, что они с вами заодно, что они с вами имеют общие какие-то цели, планы, и вы совместно к этим планам, соответственно, двигаетесь и достигаете их. То есть карты на самом деле неплохие, карты хорошие. Надеюсь, вам такой вариант расклада подошел, понравился. Можете написать ваши комментарии, ваши отзывы, если вам видео нравится, а также оставить подписку, да, на этот YouTube канал, если вы еще не подписаны, подписаться. В любом случае я буду рада любому отзыву вашему и вашей подписке.
Поэтому пишите, не стесняйтесь. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.